покажу, как приготовить вот такой торт. Я не буду показывать, как я пеку бисквиты. Покажу только, как вот украшала, когда бралась вот до такого тортика. Если вам интересно, смотрите дальше. Будем делать торт Майнкрафт, эту взрывчатку. Торт надо собрать заранее, примерно 8 часов, 8-12 часов, чтобы он отлежался, стабилизировался. Снимаем форму. Торт буду выравнивать ганашем на темном шоколаде. Первый слой надо нанести, чтобы укрепить все вот крошки, чтобы не спадали, потом не прилипали, не мешали. Вот так. Это у меня ганаш, он называется бетонный ганаш. Очень крепко держится. Нанесла первый слой ганаша. Ставим в холодильник или быстрее будет в морозилке до того, когда все застынет. И тогда будем покрывать еще раз. Когда уже застыл немного первый слой, наносим второй слой. Вторым слоем мы уже выравниваем торт и укрепляем. Для меня квадратные торты самые сложные. Я с ними мало работаю, мало мне приходится делать квадратные. И вот, наверное, поэтому кажется, что самые сложные. Больше времени уходит на выравнивание. И не только время больше уходит, но и крем. Потому что тут надо выровнять не только вверх, но тут еще 4 стороны. Круглый торт легче выровнять. Меньше крем уходит и меньше времени. Но в то же время квадратные торты всегда, если хорошо выровнять, они очень эффектные, красивые. Примерно если брать 2 килограмма торт, от общего веса где-то как минимум 300 грамм это крем, чтобы выровнять торт. И даже бывает и больше. Если, например, квадратный торт, то тут будет больше крема на выравнивание, чтобы все углы подровнять. Вот этот бетонный ганаш в основном я наношу для укрепления торта. Потом я буду выравнивать еще одним кремом, который отвечает за ровность, чтобы потом на него можно велюрить. А бетонный ганаш это только чтобы держался хорошо. Я буду наносить масляный крем. С этим кремом я уже буду выравнивать, чтобы торт был ровный. Этот крем я тоже наношу один слой, ставлю в холодильник, пусть застынет, потом наношу второй слой. И так пока выровню весь торт.
такой линейкой я буду выравнивать бока, чтобы были прямые. Выравниваем, снимаем лишний крем. Верх торта я беру длинную металлическую линейку. Вот так равняю, снимаю лишний крем и равняю торт. Сняли лишний крем, выровняли. И если где-то остались пустоты, наносим крем. И выравниваем. Если работать с велюром, то не так ужасно, если ваш торт не будет по уровню очень ровный. Самое главное, чтобы не были вот такие маски крема, такие как пустоты. Сейчас я покажу, как оставлять нельзя. Вот тут вот видно крем. Надо ровно, чтобы была такая гладкая поверхность. Торт надо померить и поделить на 3 части одинаковые. Или даже на 4, лучше на 4. Делим на 4 части тут и еще вот тут. Вот. Снимаем вот крем, делаем такие углубления. Если сделать торт из мастики, то эти углубления просто придавливая можно сделать. Тогда не обязательно крем вот так снимать. Но так как я буду покрывать велюром, мне надо вот уже разделить на квадратики. И сейчас вот такой кисточкой подровняю, чтобы крем тут был такой ровный, поверхность, чтобы была гладкая. Сейчас, конечно, труднее выравнивать, так как уже торт не просто квадратный, но тут еще вот такие дорожки сделали. Еще потом торт заморожу перед тем, как буду покрывать велюром. И немного еще можно будет подровнять замороженный торт. Тогда торт я заморозила, 2 часа держала. И сейчас я буду покрывать велюром. Сейчас я буду тонировать торт.
вот эти линии. Для тонировки очень хорошо подойдет черное какао, даже не надо красители использовать. Сейчас надо подготовить пластичный шоколад и будем украшать динамит. Вот так выглядит на данный момент. Ставим в холодильник. Немного надо подровнять эти квадратики. Сверху еще кладем такие серые квадратики.